Так, ну что, попробуем первый выезд. Посмотрим, хватило ли ей, потому что она потарахтела немножко. Потому что окунь тут, конечно, печалит. Хватило. Все-таки хватило. Но все равно с собой все равно с собой есть бустер на всякий случай. Да, посадка жутко непривычная. В зеркалах хрен пойми, что видно. Да уж, немножко высоковато. Лапка, конечно, очень неудобно находится. Переключение передач, в частности. Бенза вчера 4 литра влил. Как Михаль говорил, должно настолько хватить. Пока еще не знаю, насколько меня достает то, что я не вижу передачи. Хорошо, в принципе, в зеркалах довольно хорошо все видно. Да, конечно. Посадка вообще ни разу не такая, как на Бартоне. Сидишь намного выше, хотя, казалось бы, совсем чуть-чуть. Пока еще не знаю, насколько меня достает то, что я не вижу передачи. Пока не уверен. Блин, ну лапка вообще ужас как близко. Мне бы ее как-нибудь удлинить бы. Но в руках, конечно, усталости побольше. Да, нагрузка на руки, конечно, больше, чем у Бартона. Посадка более креветочная, хотя, казалось бы, вроде довольно-таки ровно сидел. Но все равно, более креветочная посадка, и уже на руки нагрузка больше. Как Михаль говорил, пан Михаль, конечно, хорошо плужится двигателем. Сейчас, по идее, я на второй. Монетку бы как-то бы перевернуть бы немножко бы. Что я в упор не помню, как мне отсюда выехать вот туда, вот на ту дорогу. Да, но пожестче, чем Бартон. Подергание намного. Правая рука должна быть намного более расслабленная, чем на Бартоне. На Бартоне вообще не паришься. Такой надо, крутанул и поехал.
Окей, я был на первой. Я был таки на первой. Да, вот эти маленькие зеркала такое. Наверное, стоит их снять. Окей, вот я доезжаю до той дороги, до которой мне надо. Да, хорошо двигателем тормозит, конечно. Я так понимаю, зачем людям танкбэги в таких масштабах. А Сьюзи пожестче. Пожестче, чем Барток. Подвеска у нее куда жестче. Но тянет она, конечно, куда задорнее. Руки, конечно, в напряжении после Бартка. После того, какой он там спокойный. А тут буквально чуть-чуть открываешь и уже дергает. Не знаю, с такими успехами, наверное, иметь два мотика, в смысле Барток и Сьюзи, то это под вопросом, чтобы потом не крутануть, как на Бартке. И блин, не придавило тебя потом. У Сьюзи тушка-то то больше, раза в полтора, наверное, она весит больше, чем Барток. Тот весит 125, а на Сьюзи 165, если я правильно помню. Да, в общем, в принципе, может и не факт, что нужны те. Может и не факт, что нужны те указатели скорости. Я, конечно, пока осваивал только первую и вторую. Это первая и вторая дает перекрытие практически всех скоростей на Бартке. Вот вторая на 5000 50. У Бартона это четвертая была, если я не ошибаюсь. Да, вот эта штука, которую Михаль поставил на ручку газа, весьма и весьма приятная. Когда проходит время, когда ты вцепился в газ, то просто руку кладешь, и рука расслабляется уже к этому моменту. Но все равно такая более креветочная поза, конечно. Более креветочная поза и больше нагрузка на руки. Конечно, было бы ничего, так как у Чоппера поставить бы этот. Не эйпхенгеры, конечно, но все-таки вылет побольше бы. Хотя, если садишься вот именно телом, типа на жопу ровно, грубо говоря, то, в общем-то, и ничего становится. Но подвеску может быть, конечно. Хотя, с другой стороны, если подвеску сделать помягче, то тоже такое себе событие. Не помню кто, или в каком-то мотокурсе, может, Андрей Агава,
Говорили, что переключатель передач должен быть в голове. Ты в голове должен знать, на какой ты передаче на мотике. И, в общем-то, наверное, да. Наверное, так оно и есть, потому что вот сейчас вроде еду, пока держу в голове номер передачи, но такое ощущение, что в принципе самое важное это, по сути, видеть нейтраль. То есть, если ты вниз продавить больше не можешь, то это уже первое. А дальше тебе нужна нейтралка и все. И привыкнуть к сьюзию более быстро хватает сцепления, но лучше отрегулирована. Наверное, чем у Бартка меньше вузов этих. И она прямо буквально сразу же. Может, надо немножко подрегулировать. Но вообще норм едет. Да, понемножку осваиваешься и становится проще. Конечно, не как на велосипеде, но очень-очень подобно. Пока что больше привыкаю к напряжению в руках из-за более такой креветочной посадки. Как ни странно, в Бартоне, казалось бы, он ниже. Сам по себе просвет дорожный у него больше. Но в то же самое время ты на нем сидишь ровнее, у тебя ноги меньше поджаты. Мне здесь немножко не хватает, я не знаю, сантиметров 4-5, может быть, всю дуку выше было бы лучше. Или как минимум 3 хотя бы. Да, вот эти маленькие зеркаляшки нужно убрать. Они больше мешают, чем помогают. Я могу, конечно, понять Михаля, которому не нравились, что в них видно. Но, не знаю, мне под вопросом они. Мне они больше мешают. То есть, что-то в них там типа и видно, но мне проще просто нагнуться к зеркалу, чтобы увидеть, что там в мертвой зоне. Я к этому привык и на машине, и на Бартоне. В общем... Хотя, в принципе, к лапке переключения тоже можно привыкнуть понемножку. Главное привыкнуть к... Главное, что она вниз идет легко. Потому что, собственно говоря, вниз-то доступ нормальный. А вот вверх уже похуже. Да, эти зеркала маленькие только мешают. Приеду домой, их сниму. Потому что я по привычке смотрю в зеркало, смотрю такой, блин, у меня кусок чего-то мешает. Нет времени разбираться, что там и зачем. И просто наклоняешься больше. И таким образом просто теряешь часть своего зеркала. На Бартоне, правда, руку проще ложить обратно на газ, потому что там кладешь плюс-минус, блин, полоборота ручки погоды не делает. Кстати, если здесь цепа цепляет с самого низа, то значит ну да, 2 пальцами ее не выжать. В принципе, попахивает тем, что, в общем-то, и на работу можно завтра будет поехать на Сьюзи. Вроде как бы нормально едется, или пока поехать на Бартоне, чтобы чисто через пробку нормально проехать. Хотя, в принципе, никакого раша на работу нету. Приеду, когда приеду, могу и в пробке потолкаться. Да, руль, конечно, немножко бы повыше, был бы получше. По крайней мере, мне бы больше нравился бы. Не понял, в чем разница, почему мне так неудобно на этих пэдах. Почему я лапку переключения передач никак не нахожу? Потому что на Бартоне я стою, получается, перед каблуком, ногой перед каблуком. Это, середина стопы. Типа правильно стоять на носочках. Вот этой частью стопы. И вот если стоять на носочках, я вот сейчас пробую, то весьма нормально получается. Конечно, немножко еще все равно приходится закладывать туда ногу под лапку переключения передач, но все равно. Но я бы, конечно, ее хотел бы сантиметра на 3 вперед бы. Не знаю, есть такая опция или нету.
Надо посмотреть, как она настраивается, какой у нее ход. Тогда будет вообще удобно. Потому что что-то она чересчур близко. Вот вообще такой себе чил, блин, 50 километров на третий или даже на второй. Не знаю, короче, на какой-то там приближенный. Походу на третий, судя по всему. Конечно, могут быть и варианты... А, нет, это была вторая. Просто у нее настолько четко переключаются передачи, что нейтралка просто пролетает. Между первой и второй расстояние практически такое же, как вторая и третья. Надо еще к этому привыкнуть, там очень маленькая разница. У Бартона разница намного больше, там конкретно чувствуешь. Там если хочешь с первой на нейтралку скинуться, то ты как при обычном переключении передачи втыкаешь. Да, тут я на Бартоне страдал прямо в этот... Чтобы ехать со скоростью, с которой я здесь еду на второй передаче. Из 6. Из 6, блин. Там я ехал между 4 и 5. Конечно, сравнивать пока особо не с чем. Но... Надо летом все-таки добраться, выделить эти там 50 или 60 долларов, взять Харлея в прокат и попробовать, как оно на Харлее. Там 1,8 литра, по-моему, был Харлик. Что такое на чопере? Во-первых, там, по идее, момент должен быть ломовой. Конечно, Сьюзи тоже момента, будь здоров. Этот двигатель считается очень моментным. Но из того, что я читал, по крайней мере. Но опять же, когда немножко освоюсь, то Харлик, то, наверное, хороший вариант взять попробовать, потому что сейчас я езжу практически, по ощущениям, практически на нейтралке, хоть я и вижу, что там 4000, а нейтралка там 1000 с копейками, но ручку я откручиваю вот буквально на тютелечку. Ну да, на Бартоне ты вот на вот этой скорости уже такой типа расслабился, типа все, это вот все, что он может. Не знаю, Михаил говорил, что он поставил, ну оно и видно, что на ручках стоят грипсы мягкие, конкретно мягкие. У меня тогда возникает вопрос, а как тогда чувствуются ручки, на которых эти грипсы не мягкие? Может, с другой стороны, лучше чувствуется, может, они более привычно чувствуются, потому что так они более толстые и чисто машинально, по-моему, руки больше сжимаются. А вот это он поэтому эту лапку и поставил. На Бартоне я точно такую же лапку, кстати, поставил. Вот этот вот аддон на ручку газа. И на Бартоне я как-то не ощутил никакой разницы. А здесь, я так понимаю, без нее было бы кардинально хреново. И опять же, я совсем чуть-чуть открутил ручку. Я ее вообще не крутил. На Бартоне обычно ручку выкручиваешь, упираешься в отбойник.
Да, вот это то, чего очень сильно Бартаку не хватало в путешествии. Просто банально возможности ускориться там, где тебе это надо. И ты не хочешь наваливать там 200, блин, или 100-500 тысяч километров в час. Ты хочешь вот в этом конкретном моменте довольно резко и быстро со своих 40 там ускориться до 70, чтобы, блин, тебя банально автобус нахрен не сбил. Кстати, я на Партоне последнее время начал себя приучивать больше пользоваться передним тормозом. И да, это, конечно, очень полезное качество развилось. Да, наверное, нет смысла тратиться на указатель переключения передач. Как бы вообще спокойно понимается, примерно плюс-минус где ты. По сути, да, самое важное. Если ниже не проваливается, то ты на первой. На нейтралку есть лампочка, и этого более чем достаточно. Показывать передачу, ну то есть указатель передачи, это такое, типа, приятный бонус, скажем так. Наверное, если бы я изначально учился без указателя передачи, в принципе, я бы, наверное, даже об этом и не задумывался с самого начала. Конечно, было бы тяжелее немножко учиться, потому что поначалу я очень много смотрел на передачу у Бартона. Ну, а зато потом вообще было бы параллельно. Единственное, чего действительно вот хотелось бы иметь, это датчик топлива, потому что лампочка это, конечно, хорошо, но именно сам датчик топлива это было бы куда удобнее. Просто видеть, что у тебя там, например, полбака. Но с другой стороны тоже, если не захотите трипометр ставить, и надо просто выкупить, насколько хватает бака, и как бы его по трипометру понимать сколько. И да, холостые вот на уровне 1000 оборотов. Немножко плавают, я так понимаю, потому что у него пробег 28 тысяч, а на 24 по регламенту нужно клапана регулировать. И этого они не делали. Может быть, из-за этого и плавают. Да, как Михаил говорил, сзади эта полочка между водительским сиденьем и пассажирским весьма и весьма удачно. Тогда с другой стороны посмотреть на пассажира, куда он будет улетать. Сзади такая ручка, весьма себе гладко направленная на вылет.